Ноябрь. Какой контент в eFootball вы вспоминаете при упоминании этого месяца? Как правило, за все предыдущие части осень выдавалась одной из самых неинтересных времен по части фигурирования того или иного контента. Всегда происходило так, что в сентябре, как правило, мы получали долгожданное обновление до нового сезона, и до конца этого месяца мы, по сути, вкатывались в этот самый новый сезон. В октябре, помимо Хэллоуина, ничего, как правило, интересного не происходило, и в ноябре-то появлялся более-менее ощутимый контент. Ну, знаете, вот тот самый период ноябрь-декабрь. И все предыдущие года слухи кружились вокруг этого месяца и декабря тоже, когда ожидались глобальные обновления. Какие-то крупные паки появлялись именно в ноябре, и в прошлом году в декабре была крупная праздничная кампания. В общем, я это все к тому, что ноябрь достаточно интересный месяц в рамках eFootball. И в сегодняшнем ролике снова погоняем воду и, как и всегда, обсудим контент, который фигурировал в ноябре в предыдущих частях, ну и порассуждаем, что ожидать в игре в ближайшее время. А если же вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то это можно сделать на PlayRock по страшно выгодным ценам. Однако, если вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. В честь Хэллоуина ребята решили устроить тематический розыгрыш в своем телеграм-канале, и там целых 50 призов, главный из которых iPhone 17 Pro и крутейшие телеграм-подарки. Все это и не только вы сможете найти по страшно выгодным ценам на PlayRock. Ссылка в описании. Итак, как я и упомянул еще в самом начале, ноябрь достаточно интересный месяц в рамках eFootball. И самый первый крупный ноябрь, который пришелся на серию eFootball, это был ноябрь 23 части, когда мы готовились к предстоящему чемпионату мира 2022 года. Именно в конце ноября и стартовала крупная кампания в честь Мундиаля. Тогда завозили соответствующие национальные паки, были отдельные ивенты, команда недели, но это скорее было связано не с самим ноябрем, сколько с предстоящим как раз-таки турниром с участием национальных сборных. Но факт остается фактом, перед этой кампанией мы дождались крупного обновления для игры, ну и в целом кампания сама по себе была интересной и достаточно наполненной контентом, ведь именно тогда в игре впервые появились бигтаймовские карточки с монументальным празднованием. Тогда как в следующем году ничего интересного под конец года не происходило, из-за чего можно было бы стартовать новую такую глобальную кампанию, но было вручение Золотого Мяча, и именно в ноябре в рамках 24-й части мы получили один из самых интересных и по сути сильных бигтаймовских наборов, который был посвящен очередному Золотому Мячу Лионеля Месси. И тогда мы впервые увидели Big Time Pack, в котором присутствовало 3 разных карточки одного и того же футболиста. И чего уж греха таить, это были очень сильные карточки, которые до сих пор по сути остаются актуальными по своим скиллам, и в принципе и по сей день при нынешнем геймплее каждая из этих версий по-своему играбельна и все еще хороша. Но и на следующий год ноябрь получился достаточно интересным, ведь именно в ноябре в прошлом году мы увидели долгожданный пак, посвященный тройке MSN. Сколько было слухов, сколько было предположений, и какой же был, хоть и не совсем длительный, но все-таки ощутимый хайп, когда в игре появился пак с этой тройкой: Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес. И кто бы мог подумать тогда, что в будущем мы увидим, ну, скажем так, перевыпуск этих же самых игроков по отдельности, только в качестве бигтаймовских игроков. По сути, пак MSN задал эту тенденцию, потому что в том паке появился бигтаймовский Месси, чуть позже появился бигтаймовский Неймар, и было очевидно, что рано или поздно появится такой же Луис Суарес, и он, конечно же, появился. Ну и после всего этого стоит ожидать, что ноябрь в этом году также может получиться интересным. Единственный момент, который немножко удивляет и даже в какой-то степени расстраивает, так это отсутствие хоть каких-либо слухов от того же Ренана Гальвани касаемо какого-нибудь предстоящего обновления, потому что каждый год, по сути, из части в часть были слухи о том, что крупное обновление для игры планируется где-то вот в районе конца ноября, начала декабря. В этом году таких слухов нет. Но учитывая тенденцию Konami,
игроками, когда в конце года они все-таки выпускали глобальные апдейты, возможно, этот год не станет исключением, несмотря на отсутствующие слухи. В конце концов, у нас появились и новые тенденции, которые, скорее всего, продолжатся и в этом месяце, а именно в ноябре. В частности, это крупные паки на 200 игроков, когда в паке присутствуют эпики и шоу-таймы, ведь, по сути, каждый новый месяц эти паки стабильно появлялись. Август, сентябрь, октябрь, и по сути вот нечто подобное должно появиться и в ноябре, исходя из этой логики. Ну и также уже 2 месяца подряд, а именно сентябрь и октябрь, мы получаем по новому клубному паку, а именно Барселона, потом Милан, и скорее всего в ноябре также кто-нибудь подъедет из партнерских команд. Может быть Манчестер Юнайтед или Интер какой-нибудь. В общем, пока что партнеров для подобных паков у Konami более чем достаточно, поэтому в любом случае думаю, что в ноябре мы увидим очередной подобный пак. Касаемо интересных компаний, ноябрь никогда не был достаточно таким вот весомым месяцем, за исключением 23-й части и опять же в честь чемпионата мира, поэтому я считаю, что в этом году ноябрь не станет каким-то исключением по части интересных компаний, и более-менее интересное и захватывающее в плане контента это скорее всего будет декабрь в сравнении с прошлым годом, когда вот была новогодняя-рождественская кампания с раздачей карточек. Поэтому думаю, что в ноябре какой-то интересной кампании мы вряд ли дождемся, скорее всего опять какая-нибудь мелочь на неделю 2-3, и вот в декабре, возможно, будет очередная, так сказать, халява. Ну а какие ожидания от ноября лично у вас, дорогие друзья? Ваше мнение буду ждать в комментариях под этим роликом. Всем спасибо за просмотр и поддержку вашей активности этого ролика. Услышимся в следующих видео. Всем пока!